Снова всем привет, продолжаю играть в Morrowind. Дошел я до лагеря Уршулаку без приключений. И мы должны поговорить с вождем. Так, лук при мне. Давайте доложим. Так, лук найден. Ты теперь друг нашего племени и можешь отдыхать в любой постели Уршулаку, но не наноси вреда другим членам племени и не бери их вещей. А сейчас я исполню другое свое обещание. И нам предлагают поговорить с шаманкой. Но я с ней уже говорил, в общем-то. Давайте еще раз поговорим. Так, о пророчествах. Существует множество пророчеств Нереварина, и в них говорится о многом. Хорошая фраза. Положение планет и неизвестные родители, луна и звезда, спящие, 7 проклятий, погибель проклятий, пророчество незнакомца, пророчество 7 видений и утраченные пророчества. И обо всем этом нужно ее спросить. По счету неизвестных родителей. Если то, что ты говоришь, правда, вы, несомненно... Если то, что вы говорите, правда, вы, несомненно, родились в определенный день от неизвестных родителей. Это часть пророчества. Но многие родились в этот же день, и многие ничего не знают о своих родителях. Это интересно, но не делает вас Нереварином. Луна и звезда. Согласно легенде, на знамени рода Неревара, рода Индарил, были луна и звезда, и этот знак был на доспехах и оружии Неревара. Некоторые говорят, что у него было родимое пятно в форме луны и звезды. Другие утверждают, что у него было магическое кольцо с этим знаком. Третьи настаивают, что он был рожден под луной и звездой. В любом случае, я думаю, что знаком Нереварина были луна и звезда. А у вас нет этого знака, значит, вы не Нереварин. Логично. Дальше. Спящие. Ходят слухи, что в городах безумные члены культа, которых прозвали спящими, нападают на людей, говоря, что Дагатур пробудился и теперь изгонит чужеземцев из Моровинда. Возможно, это всего лишь совпадение, но мне кажется, это знак Нереварина. Не обязательно знак того, что вы и есть Нереварин. Думаю, пришло время Нереварина, и вы пришли вместе с ним. Возможно, вы играете определенную роль в этом деле. Далее. 7 проклятий. Это еще одно эшлендерское пророчество о Нереварине. Оно называется 7 проклятий Шармата. Но я его не знаю и не представляю, кто может знать. Возможно, оно потеряно. Такие вещи случаются. Шаманка умирает или забывает, или погибает весь клан. Возможно, кто-то знает это пророчество, но держит это в секрете. Возможно, оно есть в одной из книг оседлых людей. Говорят, такие книги есть у жрецов-отступников из храма. Так, далее. Это самое известное из всех пророчеств Нереварина. Мы называем его Незнакомец. Когда земля треснет и небеса почернеют, и спящие будут служить 7 проклятиям, к очагу придет незнакомец, долго странствовавший под луной и звездами, рожденный от неизвестных предков, но в день, предрекающий его судьбу, зло будет преследовать его. В общем-то, я думаю, что сильно зачитывать тут нет смысла. Все это мы уже знаем. Сейчас мы самое важное. Все эти 7 видений. Она все это поясняет, безусловно. Но это очень долго читать. А это мы уже делали с вами неоднократно. Да, вот утраченное пророчество есть, которые 7 проклятий. И она отправляет как раз к этим жрецам-отступникам. Вот это самое важное. Кому интересно, можете почитать про испытания, но мы про них будем еще слышать, я думаю. Это пещера Азуры. Наставником нас должны избрать.
Тут что-то про Красную гору. Непонятное. Тут тоже туманный намек на судьбу трибунала. В общем, понятно. Итого, значит, мы можем возвращаться к Касадосу. А он нас пошлет, наверное, уже в Элунибе, да? Поэтому орка нужно забирать. Пожалуй, орка мы отправим своим ходом прямо в Балмору. И я тоже вмешательством. Только давайте сохранимся, что на тот случай, если я что-нибудь забыл спросить. Вмешательством в Гнисис. Совершенно верно. И из Гнисиса уже в Балмору. И если я ничего не путаю, то сейчас нас отправят как раз-таки вот к этим вот даготам заражаться корпусом. Так, Альдрун. В Альдруне нам не грех бы скинуть часть барахла. Ой-ой-ой. Так, я неудачно упал. Вот, кстати, гуар, которого я купил, когда перетаскивал тяжелые дейдрические шмотки, которые мы залутали не так давно. Шмотки эти я сгрузил уже сюда вот. Вот можно видеть, что все уже здесь. Причем вроде бы я все починил. Так, ну давайте выложим вот это все добро сюда. Так. Выложим книги. Ценные. Также выложу я камни душ. Не менее ценные. А некоторые даже и более ценные. Ингредиенты, соответственно. Просто чтобы разгрузиться. Скорее всего, нам сюда еще придется вернуться, потому что перед посещением Илуниби нам нужно будет, может быть, и зачароваться, и зельев подкопить. Там довольно жестко в этой пещере. Но если я ничего не путаю, если сейчас какое-нибудь я задание не забыл, что вполне может случиться. Так, скуму тоже я, пожалуй, выложу. Нахрена нам ее носить? Кирдильский бренди. Вот, кстати, скума у меня здесь стоит. Вот так. И вот так. Немножко мы разгрузились. Отправляемся к Каю. Вообще я не уверен, что он даст мне сейчас задание. А что я сюда-то иду? Мы же можем через гильдию. Не уверен, что он мне даст задание по уровню просто. Подхожу ли я? Вот это вопрос. Если не даст, то придется опять что-то думать. Искать какое-то другое занятие. Здесь нас все любят и уважают. Это неудивительно. Но сундук по-прежнему не обновляется. Я, кстати, погуглил. Пишут, что 4 месяца игровых он обновляется. Не знаю, правда или нет. Что-то я никогда раньше не засекал этот момент. Также писали, что не атмосферно, когда вот эти светящиеся окна ночью. Но я согласен, когда все окна светятся, это не очень правдоподобно. Но некоторые вполне могут. В реальных домах тоже некоторые окна ночью светятся. Да, и ты здесь. Так, значит, Куршелаку, Сулматулам. Подожди. Прошу вас продолжать. Я весь внимание.
Утраченные пророчества. Это понятно. К жрецам-отступникам. Стоит поговорить об этом с Каем. Подожди-ка. Распоряжение понятно. Насчет жрецов-отступников, что ты можешь сказать? Ну, у него нет такого пункта. 6-й дом. Неужели я что-то забыл спросить? Видимо, да. Давайте-ка загрузимся. Это, конечно, печальный момент. Надо прокликивать все, что можно. Как хорошо, что я сохранился. Пророчество, понятно. Ты мне все уже... А, вот она должна мне дать записку. И книжки. Это не записка, это книжки. Да? Нет, это записка. И это записка. Но здесь, в общем-то, повторяется все, что мы уже читали. Давайте снова сделаем вмешательство. В этот раз я, наверное, уже не буду тратить время на перекладывание барахла. Я прошу прощения. По второму разу это уже перебор. И мы сразу полетим к Каю. А уже потом, возможно, вне записи, все-таки барахло придется сортировать. Балмора. Для вас мы организуем специально. Что-то как-то орк странно телепортировался, когда я дверь использовал, то есть переместился в локацию, а так нет, не телепортируется ко мне. И сейчас почему-то нет. Вот. Ты поговорил с Улматулом, Небани Месса, и, как я понимаю, они сказали, что ты действительно можешь быть Нарыварином. Это просто невообразимо, но мне нужно привыкнуть к этой мысли. Позволь мне поговорить с Мехрой Мила. Может быть, она знает, есть ли у жрецов-отступников какие-либо утраченные права. А, еще, блин, к жрецам-отступникам же идти. Я думал, сейчас сразу мы в Элунибе метнемся, но нет. А, все-таки да, все-таки я не перепутал, смотрите. Форт Пестрой Бабочки послал патруль на Армок обнаружить связь между ворами и 6-м домом. Они нашли базу 6-го дома, святыни 6-го дома и жреца 6-го дома Дагота Гареса. Поговори с победителем Раесой Пулей в форте Пестрой Бабочки. Она расскажет все, что нужно знать. 400 монет. Нужно найти базу 6-го дома, убить Дагота Гареса. Все правильно, значит, я не ошибся. Надо все прокликать. Ну, форт понятно, 6-й дом понятно. База 6-го дома понятно. Пока что этот вопрос он отложил с пророчествами. И вот теперь, друзья, мы таки займемся все-таки рассортировкой барахла, потому что лезть в Элунибе с полными карманами, наверное, не стоит.
Вообще в Улунибе надо лезть с запасом камней душ, потому что там серьезные ребята Я выслушаю. сидят, и мне хотелось бы их позахватывать. Так, давайте-ка мы его отправим в Альдрун. И сам я тоже туда перемещусь, наверное, на Силстрайдере. Да, получается, наш орк остался без щита, поскольку вот этот вот артефактный щит, конечно же, ему... И у нас есть доэдрический щит, пустой причем. А души святоши у меня нет. Блин, сейчас он еще там сдохнет. Вот зачем он так делает? Давайте посетим здесь, кстати говоря, кузнеца. Чтобы не повторять свои действия как бы точь-в-точь. Мы посетим с вами кузнеца, закупимся молотками. Потому как чувствую, что чинить там придется много. Хотя сапоги целые у него, как ни странно. И, видимо, сегодня мы ничего такого особенного предпринимать-то и не будем, кроме как подготовка будет. Подготовка к походу. Восстановим запас сил. Применим навык красноречия на ней. Поговорим вежливо и поторгуем. Вот у нее 10 молотков. Не хочет, смотрите. Молотки у нее, кстати, бесконечные. Это прекрасно. Да что ты будешь делать? Засранка. Падает, видите, отношение как? Сейчас давайте повысим отношения и торговлю применим. До соточки, вот. Не то чтобы это было архиважно, но прокачка в большей степени, чем реальная выгода. В большей степени прокачка. А вот теперь можете, видите, 30 уже торговля. И перегруз, конечно же. Конечно же, у меня перегруз. Вот так вот сделаем. Утащит он 30 молотков. Ни хрена не утащит тоже. Ну, половину хотя бы. Тоже не утащит. $334. А эти почти ничего не весят. Тут 200. Тоже 200. 218. Ну, как-то вот так. С полными карманами отправляемся в свою квартирку. Да как не отсюда? Как раз отсюда. Кстати, можно сразу сейчас создать заклинание на повышение навыка кузнеца. Только давайте восстановим запас сил и обратимся вот к этому товарищу. Хочу, да, немного потратиться, но не у тебя. Значит, увеличение навыка. Кузнец.
на себя на 100 пунктов. Вот так. Чтобы более эффективно расходовать эти молотки, идем поближе туда, чтобы сразу все на этого второго орка и скидывать, который раб. Еще восстановим запас сил, чтобы у нас было максимально все эффективно. Сохранимся. Забираем у него все, что нужно чинить. Он, кстати, видите, ухватил этот меч, но, правда, еще не воспользовался ни разу. А вот все остальное нуждается в починке. Кирасу. А, ну это он, да, напялил, потому что я забрал эндорильскую. Вот и бонитовую напялил. И бонитовую, кстати, можно было бы и потаскать, если зачаровать нормально. Так, дротики чинить не надо. Клеймору обязательно. Так, применяем нашего кузнеца. И смотрим, насколько лучше, да? Буквально несколько ударов и готово. Даже 30 молотков это перебор получается. Получается перебор. Так, ну пока что я складирую все лишнее вот сюда. То, что мы не будем в ближайшее время таскать. Так, вот эти я оставлю, конечно же. Сапоги пока тоже, пожалуй, оставлю. Потому что альтернативы все равно нет. Молотки. Ну, придется тоже таскать. Хотя бы часть молотков. Так, и, кстати говоря, я чуть не забыл. Надо же сопротивление кастануть. Так. И часть молотков. Какую часть? Давайте попробуем половину. И уже вон насколько. Так, постой здесь. Вот это, пожалуй, я у тебя тоже на всякий случай заберу. Кстати, чудо, что он не использовал их, но, видимо, потому что навыки у него не позволяют. Так. Стойте там. И еще бы, кстати говоря, метнуться нам в Морнхолд, затариться камнями душ. Больших у меня много, хватает, а вот этих всего 3. Наверное, да, я так и сделаю сейчас. Мало того, что сам этот Дагод Гарас там требует... Ой, а куда... Что я делаю-то? Ой-ой-ой, дурачок. И вы молчите. Мыслями уже там, в Элунибе. Просто. Также вспоминаю, что нам нужна душа будет то ли пепельного упыря, то ли какого-то такого еще монстра для сцинка. Он потребует. Если мы все-таки повысим свой ранг, рано или поздно, то столкнемся с этим заданием. Так. Из одежды у меня особо ничего нет. Это сюда. И я вот вспоминаю, какая именно нужна душа и какая у нее емкость. Потому что последнее время, сколько я играл, кроме душ святош и всяких именных, особо ничего такого не имело смысла для меня. Зажрался, это называется. Так, ну 7 видений вот эти вот, я думаю, что
Кай уже ознакомился, по идее. Мы же ему доложили. А если не ознакомился, то это уже дело его. Также хочу поделиться с вами, что последние вот несколько дней подсел я на игру Conan. Тоже такая выживалка. Некоторые, может быть, помнят, что увлекался я игрой Ark Survival Evolve. Но с ней я, пожалуй, на ближайшее время закончил. Наигрался. А душа требует какой-то выживалки. Сначала хотел я купить что-нибудь из свежего, чтобы наше железо свежекупленное как-то задействовано было. Но потом вспомнил, что у меня этот Conan уже давным-давно куплен. Без дополнений, правда. И я в нее как-то пытался играть. Но знаете, так, просто побегал с читами. И меня как-то не зацепила она. А тут вот на днях думаю, дай-ка я запущу тоже еще раз, пробегусь. Но уже без читов, то есть уже по-честному. И вы знаете, так это неплохо, неплохо. Где? Асьен Рейн. Да? Да. В чем дело? Так. Город света. Кстати говоря, вот раз уж мы здесь, давайте спросим вот у этого товарища, какой у него уровень. Это тоже наемник. Его можно тоже с собой забрать. А уровень у него всего 10. Но здоровье, смотрите, 250 пунктов важно. И он готов нам служить. Но сейчас мы, конечно, никого нанимать не будем. А нам на запад. Правильно же, да? Вот, и подсел я на этого Конана, короче говоря, там, ну, пока что ничего особенного там не достиг, играю в локалке. Разбираюсь только, можно сказать, с игрой. Вообще, если кто знает хороший сервер, неофициальный, такой, без модов, потому что пока что без модов я разбираюсь, можете подсказать? Без рейтов, без модов, такой вот, как говорят, ванильный. Буду благодарен. Так, давайте мы здесь Да, в чем дело? восстановим запас сил. Затем применим торговлю. Отношения я вроде бы... я не повышал его отношения. Значит, сначала красноречие. Говорим с ним вежливо. Так. Ну, 99, ладно. А теперь торговлю. И торгуем. Значит, по 5 камней он продает за раз. Ну, давайте скупать вот так. Отдашь за 600? Нет, да? За 700. Тоже нет. А за 800? То есть в полцены. А за 800 нормально. Продолжаем. За 800. А, у меня уже перегруз. Не-не-не, подожди. Не пойдет. Значит, у меня 8 камней. Этих 18, их до хрена. Давайте вот эти купим только. Что у него тут есть еще? Кольца. Я вроде бы смотрел, да, но что-то уже подзабыл. Вызова святоши тоже возьмем. Мы потратили там. Так, это при касании неинтересно. Вот это вот тоже возьмем. Это вот 1200. Ну, за 600, за полцены, как по традиции. Зараза, не хочет. 650.
Отлично. Так, и теперь мы, пожалуй, через возврат. Конечно же, мы окажемся не там, где надо. Вот интересно, отспавнится здесь кто-нибудь, когда время пройдет? Ну, за место вот этого святоши и 2 дремор. Подсказали мне, кстати говоря, что ключ таки есть. И он где-то там под охраной Дейдрота. Но сейчас мы с ним, конечно же, связываться не будем. А применим вмешательство Альмсиви. И, кстати говоря, друзья, вот я сейчас вспомнил, что я же хотел наложить пометку в лагере Уршелаку. Да, это значит, что нам придется, наверное, да, пробежаться еще разок по этому подземелью. Что-то знает, где я тут пропустил. Куда дальше плыть? Ну, видимо, куда-то можно. Когда-то я, видите, знал, но забыл. Ладно. Водное дыхание. Я хочу наложить все-таки пометку в лагере Уршелаку, чтобы не бежать. Хотя, с другой стороны, не знаю, есть ли в этом смысл. Орка-то все равно придется тащить. Так, а тут, интересно, отспавнились кто-нибудь? Вроде бы нет. Ну, давайте все равно добежим, на всякий случай. Чтобы вот такой вот путь не проделывать заново. Или еще больший. Так, дружище, ты мне вообще не интересен. Вот абсолютно никак. Кого тут призвать-то можно, блин? Скелета у меня нет. Ужас клана 30%. Немножко экшона, он так... Блин. Это как, блин, называется, а? Хотел сказать бесполезного экшона, а тут вот польза прилетела. Так, ну мы ему поможем, конечно же. Конечно же, мы ему поможем. Главное, Нетча не зацепить. От греха. И не нагреть здесь еще скампов. Наверняка не скампы даже здесь. Так, куда я полез в воду? Это вот игра в Конана, кстати говоря, меня расслабила. Потому что там вода, по крайней мере, на моем этапе безопасна. То есть я там наловчился плавать. Вы знаете, за металлом вдоль реки. Вообще нормально. Так, а эти еще лежат, смотрите-ка. Есть шанс, что они еще не наспаунились там. И вот этот меня раздражает. Сволочь. Ну да, видимо, они наспаунились. Так, кто-то сагрился. Давайте срочно лечимся. Опять наездник гребаный. Но эти друзья меня вряд ли будут защищать. Какой-то жирный наездник. Так, дошли. С грехом пополам, худо-бедно дошли. А еще, наверное, к Нелькарии придется тащиться. Давайте прямо здесь пометку сделаю. Сохранимся.
Вмешательство Альмсиби. Так. И к Налькарии. Что у нас по зельям? 10 зелий. Ну, еще прикупим десяток. И, в принципе, тогда я буду готов. Но нам придется, конечно же, через форт переться. Там душещипательную историю выслушивать. Хотя мыслями я уже возле Дагота Кареса. Так, Вальдрун. И в Балмору. Налькари, я иду к тебе. Скучала ли ты по своему Нарыварину? Ну, подумаешь, бриллиант украл. С кем не бывает. Нарыварин я или где? Пишите, друзья, в комментариях. Есть ли среди нас такие нарыварины, которые никогда ничего не воровали у торговцев? Только исключительно честным путем, либо у бандитов. Даже интересно, я вот не из таких. Никогда у меня такого не было, чтобы я играл абсолютно честно, ничего не воровал. Так, сможем мы завысить торговлю? Не сможем, блин. Тогда надо какое-нибудь зелье. Это 18 секунд, это самопальное. Какое-нибудь стандартное, типа... Или вот качество. Ну, качественное тоже довольно-таки жирное. А стандартных у меня нет, получается, да? Это здоровье только. Придется качественное испортить. Ну, давай. Свои бутылочки. Почему там брали? По 60? Да, смотрите, и торговля повышается как бодренько прямо. Очень бодренько. Не хочет. 32 торговля. Ты посмотри. А я сказал по 60. Часть нашей дружбы. Многолетней дружбы. Налькария, ты представляешь? 20 лет я к тебе уже хожу. 20 гребаных лет. А ты жмешь какие-то 60 монет. Ты смотри, какая крохоборка, а? Так, что у меня 15? Ну еще давайте до 20, чтобы был запас. По 60. Может быть даже по 50. Налькария. По 55. Вот ты, блин, барыга, а? Ладно. А ты... Все, уровень, друзья. Вот нежданно-негаданно пришел уровень мне. По 60. Ну и последняя бутылочка. По 60. По 60. Все. Бежим отсыпаться. Ну, не попрощался, ладно, ушел по-английски. Я уверен, что она меня простит. Я же постоянный клиент. Сейчас ей надо срочно браться за реторту, варить новые зелья. Потому что скоро я снова навещу ее. Не знаю, что я заглядываю в этот сундук. В общем-то, мне там, в общем-то, ничего и не нужно. Так, для порядка. Да все, бегу уже, выздороветь. Так, тут Дагатур вмешивается в наши планы. Опять ни черта не видно. Ну ладно, уровень 9. Мы берем
В этот раз, смотрите, интеллект даже ни разу мы не повысили. Мы берем удачу, берем привлекательность и силу. Да, думаю, в этот раз возьмем все-таки, да, потому что, ну, перегруз у меня жесточайший. Итого 210 мы можем нести против 200 до повышения. И все, то есть без запаса мы повысились до 9 уровня. Так, а теперь нам нужен форт. Форт какой-то пестрый, по-моему, бабочки, да? Пестрый. Это возле Альдруна. Значит, мы отправляемся в Альдрун. Ой, зачем я это делаю? В Альдрун я сказал. Здесь мы выложим. Что мы выложим? Молотки вот эти. Зачем я с собой таскаю, непонятно. Сейчас вот я думаю не о том, как подготовиться, а о том, куда я дену душу Гарреса, видимо. Молотки выкладываем. Так, лишние камни душ я тоже сейчас выложу. Столько мне их с собой не нужно. Здесь 17. Эти все буду таскать, а этих получается 21 аж на лишних. Я думаю, что десятка мне вполне хватит. И теперь божественным вмешательством пообщаемся мы с этой пулей. Только сохранимся сначала. Так, значит, что мы хотите поговорить? Вернулся лишь один патрульный. Он вскоре умер, сильно обезображенный корпусом и совершенно безумный. В бреду он говорил о пещере на берегу. Он называл ее Илуниби. Ее нет на наших картах. Попробуй расспросить местных на Армок. Так, ну и там этот Дагун Гаррес. Этот Дагун Гаррес перебил остатки патруля, но оставил живых одного бойца. Он сказал патрульному, что его специально пощадили, и теперь он должен передать остальным, что спящий просыпается, и 6-й дом поднялся. И Дагатур бог, ну и все в таком духе. Это понятно, значит, про Илуниби я спросил. И она вроде бы должна была мне дать какие-то припасы. Или я путаю? Так, это мы уже слышали. Значит, нет, просто наводку дала на этой Илуниби. И все. Ну что, друзья, пожалуй, в Илуниби мы, конечно же, пойдем уже в следующем эпизоде. Я еще подумаю, что можно сделать с нашим орком перед походом. Какие шмотки ему, может быть, купить, либо зачаровать. Вы, конечно же, пишите свои мнения в комментариях. Повторяю, я все читаю, но буду делать все равно по-своему. Не обижайтесь. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч.